Здрасте, приплыли. Ой-ой-ой-ой. Ну, бардак. Все же разломали. И не упало. Идем мстить. Ответный рейд. Базы Мончо. А еще повыполняем задание рейдеров. Новичок без доната в Last Day. Продолжаем. Жесть какая! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем развивать нашего уже не новичка без доната. Че сломал? Блин, все сломал, но, учитывая, что угроза один череп, не взрывают кирпичи, да? А так вообще по факту везде прошли, везде зашли. Жестко. Сейчас мы все заберем и еще, да, и еще заработаем, значит, на этой базе. Один металлический топор и штук 6 обычных топоров. Возьми, достаточно. Поехали. И да, напомню тебе, для этих рейдов не надо выполнять задания. Надо, чтобы остались следы. Для этого просто алюминиевая проволока, копья и алюминиевая руда, бывший боксит. Да, более чем достаточно. Вот такая руда. И что, и следы останутся с большой вероятностью, соответственно, когда тебя зарейдят. Так, вольерчик не надо. Тёпер строим, никак не достроим. Поехали. С любой двери заходи. По мини-карте посмотри, зелененькие такие. Это двери, да? Зачем с дверей? Чтобы не попасть, допустим, в какое-нибудь радио, да? Ну, то есть вот эту стенку бы сломал, тут радио стоит. Неприятная ситуация, да. Блин. Вот так вот я, да, пошел вообще вот это. А, ну вон мачете есть, ладно. Что-то тут было мое. Я, если честно, быстро так промотал. Я прям из поселения домой перелетаю, короче, да. И бамс, у меня рейд по следам. Вы что, ошалели? Ну вот винтик, стопудово он не местный. Мой винтик. Ломаем глок. Да чё нам, ёб-кабанам. Проблем с лечением нету, мы только недавно с тобой сделали наишикарнейший рейд. Я даже уже не считаю, сколько мы вытащили, да. Ну, много. Поэтому лечение вообще не переживаем за лечение. Краска нужна только для покраски ящиков, я ее не беру. Все остальное, блин, у нас всего, ёб, немерено. Но если уж мы приперлись, да, блин, давай на максимум выжимать, потому что база, посмотри, ну, крохотулечка. Вообще. Вот это сомневаюсь, что это его. Мне кажется, это мое. Да? Почему? Ну, а чё он, ёп? Откуда у него столько? Не, это мое. А вот это не мое. У меня дерева не было. Как? Вот полностью, ёп, не было дерева. Поэтому, ух ты, блин. Мне нравится эта база. Вот, повторюсь. Рейд по следам. Это халява чистой воды. Не жадничай, что там плохо дали, неплохо. Че бы не дали, все ништяк. Ты же задание не делал. Вот. Поэтому я считаю, что бы не дали, все супер. Да что ты, блин, убить меня? Блинчики. Этот глок, да, он, ну ты понял. Парни, синхронно как-то. Та-та-та-та, та-та-та-та, как-то. Вот, да? Чего вы ее... Да перестань же ты шуметь-то. Блин, грязь. Так, все, я зачем это сделал? Чтобы уже видеть, да, так сказать, весь фронт работ. Блин, ну, шипастая бита, рваные раны, кстати. Давай возьмем эту биту. Мы с тобой сейчас не только задания повыполняем, но и многое другое. Блин, через дверь хотел выйти, представляешь? Я уже как дома себя здесь чувствую. Старый вонючий пикап. Ничего. А здесь... Оу, блинчики. И я хочу сказать... Что же я хочу сказать? Блинчики, это круто. Блин, что тут еще скажешь? А, кстати, я что-то не заметил. Вот это тоже не мое. Ну и в результате-то рейд-то шикарный. Маленький. Без заданий еще и шикарный. Смотри, 4 огнестрела чистых. 5, 6, 7 с половиной огнестрелов. Мне кажется, очень даже шикарный рейд. Сейчас закатимся сразу в эту, на заправку, да? Так, поехали. Вытаскиваем, что здесь еще по остаткам сладко. Блин, ну, колеса вездехода, я не знаю, слушай. Вот. Вот зачем мы пришли. Дорожных знаков целая орда, целая куча. Мне они, ну, чисто физически не нужны.
У меня все отлично, ты понимаешь, что? Я вот всякие там транзисторы взял, не транзисторы, это все тоже такое днище. Мы уже с тобой давно переросли это. А что берешь? Повторюсь, просто чтобы красиво закончить, да? Так, ну что, готово был? Ну вот это еще можно на что-то заменить, да? Проволоки алюминиевые выкинуть. Тут ломать-то в принципе больше и нечего, слушай. Поэтому давай заменим, да? Ничего не упустили. На что заменим? Бита... О, кстати, вот эту штучку я возьму. Я тебе в одном видео про арену говорил, и там парочка жесткая. И чё? Я тебе говорил, что бита с кровотечением и факел с поджиганием. Во! Разносит этих застранцев легко. Вот сейчас мы это и сделаем. Ну чё, класс, да? Хороший, аккуратный, быстрый рейд. Просто 5 с плюсом. Дополнительная халявка, так сказать, упала, да? Привет, мужчина! Забываю постоянно, вот сейчас не забудем. Чик. Блин, ну ты в курсе, да, что вот эта штука, это прикольная. Когда лабораторию будешь фигачить, хард режим, там боссы такие неприятные ребята, можно всосать. А эта штука тебя спасет, и ты все пройдешь. Так, что я не понял, что движки там, что ли, еще? Чоппер уже вкачали с тобой, получили максимальную вместимость. Но, посмотри, прочность, экономия топлива. Экономия топлива максимум. Объем бака, урон, прочность, да? Продолжаем вот так потихонечку качать. Ну, соответственно, без фанатизма, да? На горизонте дым, на горизонте. Хороший ивент, я о нем тебе говорил и показывал миллион раз. Не пойдем на него. Вот куда мы заскочим. Нам осталось с тобой 120 очков, да? Чтобы забрать 3 линзы. Есть резон, конечно, идти до заводских деталей и так далее и тому подобное. Ну и ладно. Вот эта парочка, да? Я тебе про них говорил. Блин, у меня опять с лечением, я даже сейчас упасть могу. Ладно, если упадем, придем мстить, да? И чё? Каким-нибудь нормальным оружием, да? Для начала сносим, убиваем. Так? Если так получится, что ты вдруг убьешь кого-то раньше, чем другого, сильно не переживаем. Если у тебя есть... Блин. Ой-ой-ой. 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 Оу. Ну, что и требовалось доказать. Без лечения как бы сюда не надо, да? Ай, как вы меня бесите. Вернемся, отомстим для начала. Еще один гуманитарный груз. Если фартанет и там щенок будет, это будет вообще божественно. Сразу, да, чик, и закрыли задание 2. В общем, ты понял, да, без лечения не ходим. Как их убивать? Старайся оставить по крополю хп. Но, если есть бита и факел, ну вот, грубо говоря, да, я стараюсь, у меня не очень выходит. Что этот в кусты. Главное, под кровотечение не попадать. А когда вот этот крик, да, либо прыжком от него уворачиваться, либо. И чё? Вот я стараюсь, да, ну чё-то это, тот хуенький почти уже упал. И оп, все, упал. Что происходит? Смотри. Все. Во-первых, она бронированная стала. Во-вторых, посмотри, какой ее дикий урон, да? Вопрос решается. Вот так. Оп. Пошло кровотечение. Блин, это великолепно. Опять же, повторюсь, лучше не доводи до такого, да? Старайся их равномерно убивать. Ну вот если ее так получилось. Тебе поможет. Факел тоже должен поджигать, слушай. Походу его пофиксили, что ли? Да, очевидно, да, факел пофиксили. Ну ладно, чисто кровотечение. Естественно, тут генезис, да, работает на них хорошо. Все. Один удар битой, 25 урона, плюс что там ты чуть-чуть нанес, да? Мне кажется, это классно. Не знаю, как тебе. Мне очень нравится.
Поэтому я считаю, это юзабельная обилочка. Ну вот, 25, да, смотри. Сейчас удар сразу нанесу. Сколько там? 3, да? И еще 2. 28 сейчас отнимем. Пойдет? Пойдет. И не тратишь огнестрельчик и ничего. Прощай, говно. Во. Реально. Так не проще ли гранатомет взять и расстрелять? Ну, если с этой стороны подходить, то да, проще. Сейчас покажу, как еще проще. Все-таки, я считаю, надо их равномерно убивать. Равномерно. Поснимал одному хп, поснимал другому, да? Не зацикливаемся. И будет тебе нормальный килл. У Нэнси больше хп, да, имей в виду. Она большая женщина. Хуенький убегает периодически и постоянно на тебя лезет. Лучше ее прежде всего, да, наказать. На мой взгляд. Ну, не наказать. Не-не-не. Не наказать, а хп подогнать. То есть у меня вот 19 с глока вылетает, да? То есть максимум я могу ей отнять. Ну вот все, грубо говоря, да? Теперь аккуратненько, учитывая, что она бронь накинет, ты это знаешь и я это знаю. Не торопимся, отводим этого Сида и фигачим. Сейчас ждем. Ждем, потому что он убежал. И пошла жара. Бамс! Понял, да? Пока она доходит до центра и становится бронированной. Я вот так чик и готов был. Изи, и тогда не потребуются никакие те дополнительные меры. Но если что, вдруг имей в виду, рваные раны очень хорошо бронь их сшибают. Забрать немедленно, ёлы-палы. 3 линзы, это несложные линзы. Повторюсь, я считаю, это самые простые линзы в игре Last Day. Развал через фотоаппараты не считается. По идее, они самые простые, но они не часто падают. И еще электронику надо прокачать. А теперь поехали уже. Показываю, что перестановка наемников по линиям имеет значение. Сильно особо тут какой-то стратегии нету. Вот, блин, ну нету. Реально. Почему? Потому что ты по щелчку пальцев всех наемников не прокачаешь. А какой наемник лучше? Вот этот? Или взять вот этого? Или взять того? Блин. Посмотри мой подробный гайд по поселению. Коротко, самый короткий гайд. Качай Конора во что бы то ни стало. Падают тебе сразу на него, значит, нашивки, контракты. Не падают, насрать. Конор, Такер, Карма и, значит, на твое усмотрение какой-нибудь еще наемник. Либерти, Мелисон, насрать, любой, да? А чё золотых? А золотых не, золотых не сможешь ты качать. Так, ну что, поехали? Куда? Ну вот, 29-я миссия разбитой станции. Так, собрать отряд. Нажимаем автогруппу. Нам дают вот так группу. Что произойдет? Карма взорвется от бочки. Скорее всего, никак ее не спасти. Давай ее спасем. Нормально? Спасем. Блин, возможно, Такер упадет. Упадет Такер, мощи не хватит. Но в любом случае, вот нам как дают группу. Но если их переставить местами, то вот эту экспедицию можно пройти. Я не буду намеренно что-то там сливать, да? Надо просто правильно переставить. Пока все хорошо. Повторюсь, это немного тебе даст, немного, но даст определенного прироста, да, скажем так. Блин, ну неплохо так получается. И без перестановки вот так спокойно и проходишь. Чё? Нет, мы просто проходим и все. Блин. Хотел повыделываться, не получилось. Ну ладно, главное, прошли экспедицию еще. В свою защиту хочу сказать, я пробовал эту экспедицию проходить, у меня не получалось. Раза 3 точно пробовал. Потом сделал перестановочку и уже достаточно легко прошел. А как, какие, как, что, зачем? Давай я тебе все-таки покажу. Как имеет значение переставлять наемников и как это может хорошо сказаться, значит. Допустим, вот эта экспедиция, да? Здесь каждые 3 секунды отнимается 5% наемника, так?
Нас ставят вот так, соответственно. Ну, во-первых, если ты Конора поставишь на заднюю линию, он не будет стоять на задней линии. Все ближники будут выбегать вперед и сражаться. И он не будет стоять в токсичной луже и получать урон. Понимаешь, да? А что тогда? Кого вперед-то ставить? Снайпера? Нет, не снайпера. Карма достаточно жестко может танковать за счет своего фантастического скилла. Базовый шанс уклонения кармы увеличен на 12%. Она реально уклоняется. Если она у тебя будет просто вот тупо никак не прокачана, конечно, ей это не поможет, да? И чё? Ну, ее нагнут. Но если она на определенном уровне уже будет нормальном, да, прокачана под экспедицию, она реально будет уворачиваться. Еще похлеще танка будет стоять. Реально. А чтоб сигналка не работала, ну, я думаю, ты в курсе. Если нет, напомню тебе. Чтоб сигналка не включалась, надо, чтобы все были ближнебойники. Никаких огнестрелов. То есть мне банально мощи просто не хватает эту экспедицию сделать. Я просто тебе именно вот хотел показать прикол, да, с перестановками. Видишь, да? В луже с ядом никто не стоит. Все супер. И чё? Блин, ну это великолепно. Вот он побежал туда в лужу, да? И опять ушел. А кармочка? Кармочка стоит на первой линии, она уже должна была слететь. Это не танк. Но ее уклонение реально решает. Иногда по рандому так может получаться, что она прям вообще будет как сумасшедшая уворачиваться. То есть это выход, да, из ситуации. Очень неплохой. Но мне тут чисто пауэра не хватает. Хотя я не знаю, слушай. Смотрим, что дальше будет, да? Как рандом. Давай, блин. Я по щитовику стреляю. Так, все, щитовик закончился. Блин. Хотел сказать, красав. Трипл килл. Ёп, у нас все шансы. Ты видел? Я... 2, 1. Ноу! Блин. Все. Если не успеваешь за определенное время, да, то это как бы поражение. Ну ладно. В общем, ясно, да, с перестановкой. Она имеет значение наемников, когда меняешь местами. План был такой вообще, что я всосу, короче, да, а потом переставлю наемников, и бамс такой на белом коне победил. И ты такой, вау, нифига себе. Ха-ха-ха, блин. Ну, не сработал план. Вот опять та же история, да. Токсичная лужа, так еще и бочка ее со взрывчаткой. И чё? Банально карму вот сюда ставим. Можно сюда снайпера поставить, потому что тут в данный момент еще мешки с песком, да? Давай попробуем выдержать взрыв. Кармочка отлечит, да, Такера. Главное, чтобы сильно на него не кидались. Но, самое главное, отличие в Power 13 тысяч с копейкой. Ёп. Блин. Меня, даже если я пройду, игра может не пропустить. Как? Вот просто тебе, ты прошел, зомби не приходит, и тебе надпись вылетает. Поражение. Такое уже есть в плейлисте новичка. Вот. Поэтому тут как бы, да, хоть обкакайся. Если ты еще мощности не дошли, то там скилл, ёп, не скилл, это все фигня полная. Ничего тебе не поможет. Так, ну вот, да, отличие. Нет, нет, нет. Нет. Спасите, помогите. Снайпера убьют, все, ёп. Блин, и этот тоже толстяк идет к снайперу. Уворачивайся. Карма, лечи. Твою. Беда. Вот так вот. Сверху было ставить в лужу с говном, да. Лучше. Я намного дальше доходил. Но в целом не проходил, потому что ну куда? Вот видишь, сейчас этот дядька прибежал, который визжит как сумасшедший. И чё? Йоу, он вообще неубиваемый. Смотри, я по 18 ему отнимаю. У него там вообще не видно даже, что что-то сдвинулось полоска хп. Грязь. Тут, блин, вообще. Доел ты, блин. Я сражался как лев. Ладно, поехали отсюда. Чё? Ёп, я гуманитарный груз, кажется, просрал. Быстрее, быстрее, быстрее. Я забыл.
Ну ничего страшного, он опять отреспится. Как обычно. О, он уже пропал и опять появился. Как появляется? Минимум 3 гуманитарных груза в день появляется. Энергию потрать, и они будут респиться. Вернемся все-таки к реальности, да? И продолжим выполнять с тобой задание рейдеров. Живите, Бэмби. Я кролик добрый, блин. Я вообще из вашей банды. Сделали красиво и поехали дальше. Дальше у нас второй этаж бункера Альфа. Давай только заскочим домой. Нафига. Сделаем еще одно задание, да? 5 железных топориков. Чик. Чуть-чуть золота потратил для ускорения. Готов был. Гуманитарных грузов еще аж на 2. И да, за золото можно пропускать задания. Почему нет? Ну, единственное, видишь, вот здесь 24, здесь 25 осталось. А тут 125. Да я лучше схожу, зачищу второй этаж Альфы. Тем более, мы с тобой там 1000 лет уже не были. А бункер Альфа, он как бы любому, значит, молодому организму хорошо сказывается на развитии. Базу все так же продолжаю вот так по тихой грусти, да, по чуть-чуть апгрейдить. И обрастать такими ящиками. Стеллажа еще ни одного не сделал. Почему? Блин, мне хватает, слушай. Мне хватает, поэтому как бы насрать. Вот, смотри, 11 минут, да? Идем в бункер Альфа, из бункера выходим. Вероятность, что отреспится гуманитарный груз, очень большая. А если нет, выйди из игры, зайди назад. Выйди с локации, зайди назад. Обнули в 0 энергию, да? За бенз, если что, прокатишься, и готово. И 3 груза свои очень быстро забираешь. Пароли все так же. Можно банальную рекламу посмотреть и готово, да? А можешь посмотреть в нашем телеграме. Или в Максе, если у тебя телеграм не идет. На весь месяц вперед. Есть парольчики. Когда тебе дают задание рейдеры уничтожить кожеедов, зачистить этаж, если точнее, тебе надо уничтожить кожеедов. Фулл зачистку сделать этажа. Тюрели не надо трогать. Ну, если хочешь, трогай. А что с них? Да ничего такого с них нету. Единственное, они всегда почти что охраняют какие-то ящики. Ну, а в ящиках уже лут, который вполне сгодится, да? Так. Так. Вот это мы с тобой берем. Мы это промодифицируем, да? Броня одна хватит. Ну, давай возьмем запасной вот этот комплект. Сейчас мы все-таки и в ближнем пободаемся, да? Лишним не будет. А вот это сразу моды накинем просто. Ничего не поменялось. Как бункер Альфа был крут, так он и есть. Тебе надо развиваться? Ходи в бункер Альфа, и будет тебе развитие. Каждая зачистка Альфы с открытием одного топ-ящика, 2, 3, это все хорошо. Блин. Реально. Уже 209 левел, вездеход собрали, а он до сих пор актуален, этот бункер Альфа. Почему? Я не знаю почему. Магия какая-то. Ну так сделана игра, что вот настолько он крут. Реально. Когда долго не ходишь сюда, даже по кайфу вернуться, тут такое все прикольное. Блин. И чё? Одна зачистка и все, нафиг, уйдите ее. Доели, блин. Почему? Ну, потому что, когда мы начинали с тобой развиваться, да, сколько было зачисток. Ё, вообще мрак просто. И чё? Ну и вот. Ну и вот. Блин, на мачетку, да, моды накинуть. На огнестрельчик моды накинуть. Вообще максимально неаккуратно играю, потому что могу себе позволить. А так по факту, да, есть тут и воин из-за угла. Вот. Оп. Вот, видишь, да? И так можно весь бункер Альфа проходить. Хочешь копьем? Без проблем. Проходи копьем. Это идиотизм, конечно. Когда ты начинаешь играть, чуть-чуть поиграть, чуть-чуть. И ты уже не должен быть с копьем. Там дадут тебе клюшку, там молоток, еще что-то, да? Главное, молотки не ломай. И что? В общем, будешь ты не с копьем, не с голыми руками.
Но в самом начале имеет место быть, когда тебе не хватит, да, оружки совсем никак. Достаем копье и добиваем через воин из-за угла. А вот этих яростных то же самое. К лифту отводи, там очень простые углы. Плюс, смотри, оп, да, оружие с быстрой атакой, во. Ну, соответственно, да, добивание можно делать. А с медленной, типа вот разрушитель на 63 атаки у меня мощный. Можно, но надо максимальную оттяжку, чтобы он тебе не успел ударить. Ну, то есть, смотри, сейчас покажу. Old school тебе сейчас покажу, так сказать. Вот он, воин из-за угла, да, в действии. Иногда попадают, иногда не попадают. Важно то, что ты сколько-то блокируешь урона. Никаких огнестрелов не используешь. У тебя будет не катана, а оружие послабее. Будешь просто дольше это все делать. Но то же самое. Так, это раз. Два. Максимальная оттяжка. Вот я не подползал. А вот подползаю. Это фигня. Оп. И отошел. Что теперь? Воин из-за угла. Теперь. Сразу тебя предупреждаю. Здесь стены простреливаются очень многие. Поэтому, да, проверяй. И вот, к примеру, да, 65 урона, многовато, слушай. Мне не хватит одной единицы урона. И чё? Ну давай, сейчас придется получить по лбу. А как оружием, типа мясницкий нож, у которого дальность атаки слабая? Вот так. Я только что показал. Отошел, он подходит, да? Оп, лещом в результате добил. А теперь показываю, что значит вот добивание. Вот это оружие. Если я вот так нажму, он меня всекет. Надо дождаться вот максимально близко. Понял, да? Что я начал замах, и даже пусть медленное оружие, он еще подходил там остатки. И в результате он мне не успел ударить, да? И что, это old school. В результате, посмотри, я ближним боем прошел. Да я эффективно прошел. Я быстро прошел. Не хуже, чем огнестрел. То есть я тебе показал сейчас просто 3 фишки, да? Во-первых, со стелса тяжелым оружием, насколько у тебя есть максимальный урон. Во-вторых, добивание, да, по твоему урону. У тебя такая штука, значит 35 в конце в лицо можешь добить. Ну и в-третьих, самый важный, воин из-за угла, да? И будет тебе счастье. Пройдешь так раза 3 бункер альфа. Почувствуешь, что это тебе даст. Огнестрел будет, броня, лечение, ёп, у тебя всего немерено будет. Где-то за 2-3 зачистки. Реально, то есть прям изменится с ног на голову персонаж. Вот эту толпущу вообще расстреляем нафиг. Так, вот это вот. Давай вот это сломаем. Почему? Это такой, ёп, ни о чем пистолет. Который можно фармить, да, на новой локации. Гранаты и эти пистолеты. Серьезно, да? Посмотри. Посмотри ролик, который выходил, да? Исследование-то локации этой. Блин, вот не надо было заднюю врубать, потому что я быстрее. Если быстрое оружие, тогда без проблем. Не надо никакую оттяжку. Просто пришел, увидел, победил. Вот здесь, смотри, повторюсь. Стены прошибаются. Видал, что? Спустя вот наигранное время... Блин, даже вот, знаешь... Блин, вот так даже проще, чем огнестрелом отстреливать. Настолько я привык. Я понимаю, что я в безопасности, он бьет в стену. А если просто ты стоишь с ним, отстреливаешься, ну мало ли, завис там, да? И пока будешь пролагивать ее, он подойдет тебе в бубен даст. Реально, это просто великолепно.
Воин из-за угла решает, ее поразрешивает. Так, ну что, последние 3 засранца, да? Ну вот тоже классный момент. Здесь со стелса вот можно было. Надо было чуть-чуть за спину. Но опять же, когда будешь стелс, тебе нужен какой-нибудь дорожный знак, кувалда или разрушитель. Иначе ты просто отойти не успеешь. Он разворачивается и сразу тебя бьет. Блин, а пистолетики эти неплохие. Мало того, что их разваливать можешь заводские детали получать, да? Так еще и плюс ко всему дальнобойное оружие. Стреляет, ну и все. Гигантов прекрасно, да, выносят. Прикольно. Мне кажется, очень. Новая локация. Кемпинг-парк на байке. Фармишь по главной дороге. Первая, значит, ферма, да? И едешь к маркету. Все. Вот эти 2 точки фарми. Будут тебе пистолеты, будут тебе гранаты. Реально, это новый Last Day. Вот эта сурвивалка, когда начинала, не было такой возможности такие фишки делать. Так, ну что, готов был? Все лишнее давай здесь вставляем. Теперь надо перетаскать весь лут. Не так уж и сложно, не переломился, да? Поехали. Гуманитарный груз. Очень большая вероятность, что сейчас упадет. А если не упадет, мы сделаем, чтобы упал. И оп. Блин. Повторюсь. Сбиваем энергию на нули, да? На минималку прям вообще на нули. Не готово. 3 груза свои забираем. 1, 2, 3. Надо только, чтобы они исчезали, да, с глобальной карты, соответственно. То есть исчез, все, появляется потом новый. Че мы будем пехом, да, топать? Давай сразу. Опачки! Как же я надеялся, что его дадут, а? Вообще, блин, восторг. Просто восторг. Пойдем ко мне, девочка. Я даже тебя домой отнесу. У меня мало, вдруг задание рейдеров будет потом, да? Ну а я с тобой на этой замечательной ноте прощаюсь. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Не забудь поддержать лайком. Ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Не пропускай. Не забывай про наш телеграм-канал. Чик. Класс, да? 1 гуманитарный груз вообще. Регулярные анонсы всего, сливы, обновления, уникальный контент выходит каждый день и только на Печка ТВ. Чат, розыгрыши, скучно точно не будет и никогда ничего не пропустишь. Не идет телега, тогда Макс Печка ТВ. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.